Глава 151. Сад 100 лекарств. Несмотря на то, что Ханли не знал, о чем разговаривали боевой дядя Е и старик Ву, он чувствовал себя крайне расстроенным. С тех пор, как он прошел через то, что случилось с доктором Мо, это был первый раз, когда он встретился с ситуацией, в которой он знал, что будет дальше, но у него не было выбора, кроме как прыгнуть в это с головой. Это раздражало Ханли, но также укрепляло его мнение о том, что слабый был жертвой сильного в мире культивации. Если они понадобятся тебе в будущем, не раздумывая, приходи и забирай их. Мысль об этих словах заставила Ханли холодно засмеяться. В будущем он хотел бы убедиться, что боевой дядя Е узнает, что его имущество нельзя так просто забирать. Он стоял на земле и смотрел вдаль, а заслуженный ученик повернулся к холлу сотни возможностей. Так как сад 100 лекарств был неподалеку, владелец сада лекарств установил некоторое ограничивающее построение в маленькой долине между двумя холмами, чтобы посторонние не могли войти. Ханли прошел через ближайшие ограничения после того, как прошел некоторое расстояние. Его путь был прегражден белым светом. Тем не менее, он не паниковал. Вместо этого он поднял кусок нефритовой таблички и посветил ей перед собой. Зеленый свет тут же вылетел из таблички в ограничение. Ханли терпеливо ждал. «Входи». Изнутри раздался сухой голос, но он звучал так, словно источник голоса находился прямо около ушей Ханли. После этого ограничения перед ним исчезли, растаяв как снег. Увидев это, Ханли не осмелился задерживаться и поспешно зашел внутрь. Идя по маленькой тропинке, Ханли остановился возле дворика с надписью на табличке «Сад 100 лекарств». Двор был площадью как минимум в несколько акров. Прежде чем он вошел во двор, густой запах лекарственных трав просочился наружу и возбудил духовное начало Ханли. «Что ты делаешь, стоя снаружи, как идиот? Поспеши и выйди, мне все еще нужно выходить и раздавать поручения». Ханли опешил, но тут же последовал приказу и вошел. Стоя внутри, Ханли мог четко разглядеть ситуацию внутри сада. В центре сада стояло несколько хижин, построенных из сена и бамбука. Сад сам по себе был окружен равномерными рвами. Каждое поле было засеяно зеленью, также было много лекарственных трав, с которыми Ханли был знаком, и несколько, которые выглядели как растения странной формы, которые переполняли духовную ци сада. Даже когда такой культиватор, как Ханли, делал глубокий вдох, он чувствовал себя очень свежим. «Иди в дом». Хозяин голоса увидел то, что он бездельничал, и, видимо, стал немного нетерпелив. Ханли слегка улыбнулся и не принял это к сердцу, войдя в хижину. Внутри хижины стоял низкий, худой старик. Он с недовольством посмотрел на Ханли, который только что вошел. По внешнему виду старика можно было сказать, что он был примерно 50 лет. У него были сухие и желтые маленькие усы и пара холодных, маленьких глаз, которые оглядывались вокруг. С первого взгляда он действительно выглядел как большая крыса, которая успешно стала человеком. Ты ученик, которого послал Холл сотни возможностей для ухода за садом. Ты слишком молод, и твои навыки слишком бедны. Парень по имени Е надурил меня. Люди, которых он присылает, хуже с каждым разом. Лицо тощего старика потемнело, когда он увидел появление Ханли, и он начал разглагольствовать. Ученик Ханли приветствует старшего боевого старейшину Ма. Из записей Ханли уже знал о странном характере старика, поэтому он не был слишком удивлен, и тут же подошел и поклонился. Лекарственный сад должен быть поддержан в хорошем состоянии, лекарственные травы не должны погибнуть, и каждый месяц нужно сдавать определенное количество лекарственных трав. Если это все, то младший вполне уверен. Ханли, казалось, не был потрясен. Услышав, что сказал Ханли, старик был немного удивлен. Это был первый раз, когда он встретил ученика, ответственного за сад, который был уверен с самого начала. Он посмотрел и еще раз оценил Ханли, но выражение сомнения в его глазах не уменьшилось. «Ты, пошли со мной!» Старик внезапно холодно рявкнул и вышел из хижины. Ханли без колебаний последовал за ним. «Сколько из этих лекарственных трав ты можешь распознать?» Маленький старик указал на растение в саду и посмотрел на Ханли раскосыми глазами. «1 из 10». Ханли прошелся взглядом по саду и мягко ответил. Услышав слова Ханли, маленький старик колебался немного, но сразу же холодно засмеялся.
«Малыш, если ты действительно можешь распознать одно растение из 10, то я позволю тебе смотреть за садом и больше не скажу ни слова». Услышав это, Ханьли слегка улыбнулся и отошел от маленького старика. Полуночный цветок, трава желтого шара, цветок белого журавля, трава полной луны. Ханьли шел по саду, выкрикивая названия лекарственных трав, которые были знакомы ему. Сначала маленький старик смотрел на него с насмешкой, но после того, как он немного послушал, его лицо выразило изумление. Ханьли назвал множество лекарственных трав, которые не были известными, и для некоторых из них ему пришлось хорошо потрудиться, чтобы узнать эффективность лекарства. Ответ Ханьли удивил его. «Достаточно». Ханьли только что закончил называть меньше половины растений, которых он знал, когда маленький старик заговорил и остановил выступление Ханьли. «Очень хорошо, похоже, ты не только выпендриваешься. Этот лекарственный сад теперь в твоем распоряжении. Это ограничивающий медальон. Позаботься о нем». Выражение лица старика показывало удовлетворение, и он ловко вынул темно-зеленую деревянную табличку и бросил ее Ханьли. «Внутри дома есть некоторые записи годов моих опытов с выращиванием лекарственных растений. Тебе нужно внимательно их прочитать, так как ты еще не знаком с большинством трав. Не испорть их», — сказал старик и дотронулся до усов. «Спасибо за напоминание старшего боевого старейшины. Этот ученик запомнит это», — уважительно ответил Ханьли. «Каха-каха. Я надеюсь, твои способности так же полезны, как твой род. Таким образом, я смогу освободиться от этого лекарственного сада и не откладывать больше свою культивацию. Этот лекарственный сад является личным садом старейшины, поэтому если ты действительно можешь взяться за эту работу, тогда приступай как можно раньше и найди кого-то, кто заменит тебя. Ты понял?» С добротой и строгостью сказал старик. Услышав его резкие слова, Ханьли не только не разозлился, но ему он даже начал нравиться больше. Он думал, что старик был намного лучше боевого дяди Е. По крайней мере, старик не был лицемером. Поэтому он быстро кивнул и сказал «да». После обсуждения некоторых вещей, которые требовали внимания во время ухода за садом, маленький старик ушел обратно в хижину, поспешно собрался и покинул сад, улетев, несмотря назад. Увидев, как ушел старший боевой старейшина Ма, Ханьли без разбору выбрал хижину, убрался в ней и сделал из нее свою комнату. Так как он был весь день занят и у него не было возможности отдохнуть, даже такой культиватор, как Ханьли, почувствовал бы себя усталым, поэтому он взобрался на кровать и уснул. Для него, даже если что-то важное должно было случиться снаружи, не будет поздно решить это после того, как он восстановит энергию. Небо потемнело. Первый день, когда Ханьли присоединился к долине Желтого Клена в качестве ученика, все прошло гладко. На второй день, когда Ханьли наконец проснулся, чувствуя заряд энергии, официально начался его путь культивации. В течение следующих дней Ханьли проводил каждое утро, изучая записи, оставленные стариком. Ночью он закопал загадочную маленькую бутылочку в углу поля лекарственных трав и накрыл ее разрушенным магическим сокровищем, которое он выменил за высокую цену, чтобы скрыть колоссальные следы поглощения духовной ци. И точно так же, помимо того угла, у которого была более плотная духовная ци, чем в других местах, ничего больше не могло привлечь внимание. Это заставило расслабиться тревожное сердце Ханьли. Боевой дядя Е принес через несколько дней Ханьли так называемые компенсационные предметы за гранулу заложения фундамента, но он дал меньше 1/5 от того, на что они договаривались. Что касается того, что случилось с гранулой, этот мастер зала Е, казалось, уже забыл, и Ханьли вел себя так, словно ничего и не было. Но несмотря на это, Ханьли все равно стал богаче за одну ночь. Он получил 2 духовных камня среднего уровня, десятки низкоуровневых духовных камней, 3 хороших магических предмета и несколько талисманов. Глава 152. 2 года спустя. Это был первый раз, когда Ханьли видел духовные камни среднего уровня. Один из них был духовным камнем элемента огня. Другой был темно-желтым духовным камнем элемента земли. Это были самые распространенные духовные камни среднего уровня. Они совершенно отличались от низкосортных духовных камней слабых элементов. Не различался их блеск, но их духовная пульсация была намного сильнее. Было невозможно спутать их с низкосортными.
Вдобавок, те 3 магических предмета были довольно-таки хороши. Естественно, товары, созданные экспертов в стадии заложения фундамента, не проигрывали низкосортным товарам, которые Хань Ли видел на большой южной встрече. Действительно, они были намного мощнее. Один из них, казалось, был кольцом, сделанным из тонкой стали. Используя его, оно автоматически вылетало и ослепляло противника. В пределах определенного расстояния оно легко могло изменять размер. Хань Ли заинтересовался им и ввел всю свою магическую энергию в кольцо. Кольцо на самом деле излучало слабый желтый свет и расширилось до такого размера, что вышло за пределы хижины, из-за чего Хань Ли потерял дар речи. Другой магический предмет был черным колышком с маленьким треугольным флагом. Этот магический предмет было не так просто использовать. До тех пор, пока духовная сила была введена в флаг, с волной она немедленно превращалась в облако черного тумана, заставляя духовное зрение врага прекратить работать и скрыть следы использовавшего флаг. Это был замечательный защитный магический предмет. Эти 2 магических предмета были первоклассными товарами, которых можно было редко увидеть во внешнем мире. Хотя это уже заставило Хань Ли прыгать от радости, у него все еще был последний магический предмет вспомогательного типа. Это была бутылка из латуни, которая не давала рассеяться духовной силе любого объекта, который находился в ней. Когда Хань Ли взял эту магическую бутылку, он тут же подумал о его проблеме с хранением загадочной зеленой жидкости. С тех пор, как Хань Ли узнал о существовании духовной ци, он уже давно подозревал, что маленькая бутылочка по ночам поглощает и конденсирует естественную духовную ци неба и земли. Ранее у него не было подходящих средств, чтобы убедиться в этом, поэтому он мог лишь захоронить эти предположения глубоко в сердце. С появлением желтой магической бутылки у него, наконец, был способ убедиться в своем предположении. В результате, этим вечером он перелил собранную зеленую жидкость в бутылку из латуни, чтобы проверить, сможет ли бутылка сохранить зеленую жидкость. Тем не менее, результат его сильно разочаровал. Бутылка из латуни могла сохранить зеленую жидкость лишь на время, увеличивая время ее использования с 15 минут до целого дня. После этого времени зеленая жидкость в бутылке исчезала без следа. Казалось, эта жидкость была не так проста, как духовная ци, сконденсированная из неба и земли. В ней определенно было замешано что-то еще. После этого теста Хань Ли знал больше о его нынешней ситуации, но он не мог с легкостью разгадать эту загадку на данном этапе. Следовательно, он больше не волновался об этом вопросе и намеревался плыть по волнам в будущем, позволяя событиям идти своим чередом. В любом случае, нынешняя функция этой маленькой бутылочки принесет Хань Ли выгоду. Отпустив этот вопрос, что гложет его ум, Хань Ли начал эффективно использовать эту зеленую жидкость и производить партии гранул желтого дракона и золотой сущности. Он подготовил эти лекарства, которые ранее утратили большую часть своей эффективности, пытаясь найти рецепты лекарств, которые были духовно более мощными. Тем не менее, Хань Ли четко понимал, что этот вопрос не является актуальным. И если новый ученик, который только что вошел в секту, сразу станет спрашивать о рецептах лекарств, он, несомненно, своим поведением скажет другим, что что-то скрывает. Он не должен вызывать подозрения, тем самым навлекая на себя беду. В результате Хань Ли подготовился начать истинную, многолетнюю уединенную культивацию, пока он полностью не поймет внутреннюю ситуацию секты. Когда он больше не будет новичком в долине Желтого Клена, и пока никто не перестанет обращать на него внимание, он не будет рассматривать вопрос о приобретении рецептов. Что касается лекарственных ингредиентов, Хань Ли должен был их сдавать регулярно, ему не нужно было волноваться. При помощи зеленой жидкости, как могли лекарственные травы не вырастать за ночь? Это было совершенно обычным делом. Он уже намеревался долгое время прожить в лекарственном саду. Несомненно, боевой старейшина Ма не будет иметь ничего против. Следовательно, каждый день Хань Ли деловито занимался своими обязанностями. Днем, после того, как он заканчивал просматривать записи маленького старичка, он усердно работал над указаниями по культивации для ученика Ву Фэн и изучил несколько заклинаний для магических практических элементных техник. Вдобавок, Хань Ли каждый день съедал большое количество тех гранул желтого дракона и золотой сущности, словно они были сладостями. Согласно размышлениям Хань Ли, так как о качестве не может быть и речи, он компенсирует это, положившись на количество. И если эти лекарства были словно маленькие капли, создающие океан, то в конечном итоге от них будет какая-то польза. Таким образом шло время.
Невольно Ханьли стал членом одной из сект 7 великих культиваторов долины Желтого Клена и оставался там в течение 2 лет. За эти 2 года произошло много всего. Практически сразу после затворнической культивации Ханьли начался 10-летний период вербовки секты. Из примечательных кланов культиваторов всех размеров в секту долины Желтого Клена вошла 1000 молодых людей с приемлемыми духовными корнями. Среди них даже были 2 брата с видоизмененными духовными корнями. К тому же, эти видоизмененные духовные корни были духовными корнями грома, которые были известны своей разрушительной силой. Когда появились эти 2 брата, они привлекли внимание высших эшелонов долины. Даже эксперт стадии формирования ядра, который долго находился в затворничестве, сделал исключение, посетив и посмотреть их кости. Он публично заявил, что до тех пор, пока эти двое не будут способны достигнуть стадии заложения фундамента, он оставит свое затворничество, чтобы лично обучать этих братьев. Когда это было сказано, их товарищи-боевые братья сильно позавидовали. Тем не менее, помимо этих 2, было также несколько учеников, которые были гениями с редкими способностями. Например, юноша из маленького клана по фамилии Ли неожиданно достиг пика 9-го слоя в его фундаментальной культивационной технике в возрасте 12 лет, не принимая никаких лекарств. Можно сказать, он развивался удивительно быстро. Он не был слабее тех, кто обладал видоизмененными духовными корнями. Другой, 8-летний мальчик по фамилии Ван был даже более впечатляющим. Он не только был прямым наследником великого клана Ван, его врожденные глаза абсолютной и на самом деле могли культивировать давно потерянный свет божества, наложенный на глаза. Он мог сдерживать всех призраков и фантомов в мире. Конечно, помимо этих 2, было еще несколько других выдающихся талантов, которые были лучше обычных учеников. Набор этих лучших учеников можно было считать отличным урожаем, из-за этого мастер секты Чжун не мог скрыть свою радость еще несколько дней. Многие люди считали, что секта привлекла к себе внимание небес и была помещена выше других сект. Тем не менее, когда другие прибыли в долину, они обнаружили, что сильнейшая из 7 великих сект, секта замаскированной Луны, на самом деле получила молодую девушку с небесными духовными корнями. Из-за этого ранее гордый мастер секты Чжун на день потерял дар речи. Тем не менее, несмотря на то, что было сказано, эта группа новых учеников привлекла внимание многих в секте. Низкоуровневые ученики, которые были приняты немного ранее, говорили о своих талантливых боевых младших каждый день. Когда их фундаментальные техники культивации улучшатся, кто знает, на что они будут способны. Следовательно, под этими ослепительными лучами света, Ханьли, который вошел в секту с приказом о бессмертном вознесении, был забыт мастером секты Чжуном и остальными распорядителями. Тратив целый день на заботу о лекарственном саде, не выходя наружу, чтобы увидеть остальных, ничтожно малое количество учеников узнало его. Может быть, только этот Ву Фэн, который помогал ученикам с культивацией, и заслуженный ученик Юйхола сотни возможностей, иногда вспоминал Ханьли. В конце концов, эти двое встречали его, когда он спрашивал о советах касаемо техник культивации или когда он каждый месяц получал духовные камни. Независимо от того, как другие относились к нему, Ханьли на данный момент был очень доволен культивацией в полууединении. Вдобавок, маленький старик, который каждые несколько месяцев забирал лекарственные травы, был очень доволен. В конце концов, Ханьли мог вовремя сдавать требуемые товары. Где бы еще он смог найти садовника, который не будет отставать от своих выплат? Следовательно, для того, чтобы удержать этого гениального садовника Ханьли, старик давал все больше и больше духовных камней. От изначальных 2 низкоуровневых духовных камней он поднялся до ежемесячных 5 духовных камней, в результате чего Ханьли стал самым лучшим добытчиком среди низкоуровневых учеников. Следует знать, что средний заработок обычного ученика составлял лишь 3 духовных камня в месяц. Это улучшило мнение Ханьли о боевом старшем Ма. Что касается нарушения своего слова мастером большого зала Е, который присвоил более половины его вещей, ходили слухи, что его племянник не смог добиться стадии заложения фундамента после принятия гранулы заложения фундамента. Его племянник безнадежно стоял на пике конденсации ЦИ, сильно досаждая ему. Когда Ханьли услышал об этом, он рассмеялся про себя и тут же почувствовал, как поднялось его настроение. Кроме того, после принятия бесчисленного множества лекарств, стиль вечной весны Ханьли прорвалась сквозь 2 уровня подряд, наконец перейдя на 11-й уровень, и благодаря чему он получил средний ранг среди низкоуровневых учеников в долине.
Хотя гранула желтого дракона и гранула золотой сущности полностью утратили свою эффективность. Хотя он собрал их много, больше от них не было результата. С этим Хань Ли мог только продвигать свой план и найти другие лекарства. К счастью, в этот момент в долине не было никого, кто был бы заинтересован в таком человеке, как он. До тех пор, пока он был немного осторожен, его действия не привлекут внимания. Глава 153. Зал Юэлу. Хань Ли стоял на каменной платформе на полпути по горе великих шаманов. Каменная платформа шириной примерно в 6 метров была огромной обителью бессмертных, полностью покрытая конструкцией заклинания, зал Юэлу. Этот зал Юэлу был специализированным хранилищем долины Желтого Клена для магических предметов, рецептов лекарств и руководств секретных техник. Вдобавок, оно предлагало все виды помощи для создания пилюль и магических предметов, а также несколько общих материалов. Его можно было бы рассматривать как одно из самых важных мест в секте. Следовательно, оно не только было покрыто большим количеством слоев заклинания, но также оно охранялось более чем сотней учеников в случае вторжения врагов. Также было сказано, что в этом месте в затворничестве находился боевой предок Цзидань, присматривающий в случае вторжения других великих экспертов. После того, как Хань Ли вспомнил всю информацию, он спокойно пошел вперед. Как только он приземлился, из секретного места его просканировало 7 взглядов. Тем не менее, увидев, что магическая сила Хань Ли была обычной, они быстро исчезли. Даже если бы было только это, Хань Ли все равно был поражен. Так как Хань Ли не мог ответить этим людям, они продемонстрировали, что у них были первоклассные магические предметы маскировки или их магическая сила была выше его, что означало, что они были элитными учениками 12 уровня или выше. Как это могло не повлиять на Хань Ли и не заставить его быть более осторожным? Пройдя вперед несколько шагов, он остановился. Затем он тихо повторил несколько строк и поднял руку, выпуская луч красного цвета по направлению к, казалось бы, пустому пространству перед ним. В результате пустое пространство заколебалось, и со вспышкой красного света появилась стена света, преграждая ему путь. Сразу после этого 2 ученика в красных одеяниях появились за стеной света. «Это ты привел в действие ограничительное заклинание?» — холодно спросил ученик в красном. «Меня зовут Хань Ли, нас волнует, кто ты. Так как ты не достиг стадии заложения фундамента, тебе нужен спонсор. Покажи жетон доверия того, кто ручается за тебя», — объяснил ученик, нетерпеливо перебивая Хань Ли. После того, как Хань Ли услышал эти невежливые слова, он не разозлился. Он достал нефритовый талисман из-за пазухи и положил его на пол перед стеной света. В этот момент ученик в красном, сказавший холодные слова, поднес руку к стене света. В стене появилась дыра размеров с руку. Другой ученик в красном, который молчал, слегка взмахнул рукой, и нефритовый талисман Хань Ли пролетел, словно маленькое крыло, через отверстие в его руку. «Твой спонсор — старший боевой брат Ма». Ученик в красном, который смотрел на нефритовый талисман, несколько удивился. «Это действительно жетон доверия, который боевой старший Ма дал мне», — честно ответил Хань Ли. Тем не менее, он был шокирован глубоко в сердце. Возраст этих 2 мужчин в красном не был большим. Тем не менее, они действительно были экспертами заложения фундамента. Это сильно шокировало его. Нужно знать, что в секте культивации статус не определялся по старшинству. Статус определялся глубиной культивации. В конце концов, путь культивации может быть пройден лишь сильным. Это тот старший брат Ма, который целыми днями занимается созданием таблеток? Удивленно спросил ученик в красном. Верно, он даже ручается за людей. Это действительно шокирует. Ты его личный ученик или родственник или что-то совсем другое? С любопытством спросил ученик в красном, держащий нефритовый талисман. Нет, этот младший просто заботится о его лекарственном саде от имени боевого старшего Ма. А что касается этого жетона доверия, этот ученик согласился бесплатно в течение года присматривать за садом. Хань Ли больше не смел недооценивать их и уважительным ответил с горькой улыбкой. То, что он сказал, было правдой. На самом деле, когда Хань Ли начал планировать приобретение рецептов пилюль, он подумал, что из-за того, что боевой старший Ма посадил так много лекарственных трав, он провел большое количество исследований по созданию таблеток. У него определенно было много рецептов лекарств.
Именно поэтому несколько месяцев назад Ханли воспользовался преимуществом того времени, когда маленький старик прибыл забрать лекарственные ингредиенты и сделал несколько косвенных запросов. Результат заставил Ханли стоять с широко распахнутыми глазами. Когда маленький старик услышал эти слова, он тут же закачал головой, словно он ей бил по барабану. Неважно, что говорил Ханли, ему было отказано. Согласно сказанному боевым старшим Ма, его рецепты таблеток были результатами бесчисленных проб и ошибок мастера создания таблеток. Как он мог так просто отдать их другим? Это было безусловно невозможно, тем не менее, когда Ханли честно объяснил, что он просто хочет те оригинальные неизменные рецепты таблеток, маленький старик посмотрел на него и нетерпеливо сказал Ханли пойти в зал Юэлу и самостоятельно найти их. Почему ему должно было быть причинено неудобство из-за того, что он должен помогать ему? Таким образом, Ханли должен был работать бесплатно в обмен на жетон доверия маленького старика, и чтобы он мог сейчас прийти в зал Юэлу. Хе-хе. Похоже на то. Я был под впечатлением от слуха, что характер старшего брата Ма внезапно изменился. После того, как двое мужчин в красном выслушали его, они посмотрели друг на друга с улыбкой. Эти слова были сказаны с усмешкой тем, кто держал нефритовый талисман. «Хорошо, ты можешь войти». Мужчины в красном одновременно произнесли заклинание перед стеной света, в результате чего стена открыла проход шириной в 1 чжан. Этого было достаточно, чтобы прошел один человек. Когда Ханли увидел это, он поколебался немного. Затем его фигура мгновенно мелькнула, и он был уже в стене. После того, как он вошел в стену света, что-то заставило его сильно удивиться. Когда он был снаружи, то из-за красной стены света Ханли не мог разглядеть, что было внутри. Теперь, когда он был внутри, помимо маленькой круглой конструкции заклинания, он увидел, что гора была неожиданно голой, на ней не было ни одного здания, из-за этого Ханли был озадачен. Смотри за этим нефритовым талисманом. Каждый раз, когда ты будешь приходить сюда, будет проходить обычный досмотр. Такие здесь правила. После того, как они произнесли свои заклинания на стену света, человек, который проверял жетон доверия, вернул нефритовый талисман Ханли. Большое спасибо боевым братьям. Ханли отвел свой любопытный взор и отдал честь так почтительно, как только мог. Он надеялся оставить о себе хорошее впечатление у этих двух мужчин. В конце концов, в будущем он будет часто возвращаться сюда. «Энь, следуй за мной». Было очевидно, что действия Ханли не были напрасными. Выражения лиц этих двоих стали гораздо мягче. В конце концов, большинство тех, кто приходил сюда, были учениками одного поколения. Естественно, они не были так же чрезмерно вежливы, как Ханли, в результате чего у этих двоих осталось хорошее впечатление о Ханли. Тем не менее, боевой племянник Хань, почему ты захотел прийти в зал Юэлу? Независимо от того, начинает кто-то создавать таблетки или магические предметы, лучше подождать достижения стадии заложения фундамента. Ты пришел сюда немного рано, сказал один из мужчин в красном. В это время эти двое мужчин вели Ханли к круглой заклинательной конструкции. Этот младший просто наблюдал, как боевой старший Ма создавал множество лекарств. Он также сохранил несколько сырых материалов, пока ухаживал за садом. Именно поэтому он хочет проверить свою удачу и посмотреть, может ли он найти подходящий рецепт для создания нескольких лекарств, чтобы улучшить свою культивацию. В конце концов, способности боевого племянника действительно скудны, и он может положиться лишь на внешнюю силу. Ханли сказал наполовину правду, намеренно отставая от этих двух человек на полшаг. Вот как? Тем не менее, боевой племянник не должен питать слишком много надежд. После того, как ты выйдешь, ты поймешь значение. Другой мужчина слегка покачал головой, будучи не очень оптимистичным по поводу цели Ханли. В этот момент трое уже подошли к круглой конструкции заклинания. Затем человек в красном сказал Ханли стоять в центре конструкции заклинания. Двое остались стоять по обе стороны от конструкции. Обычно использование этой конструкции для транспортировки требует оплаты низкосортным духовным камнем. Тем не менее, так как это первый раз боевого племянника, мы освободим тебя от выплаты. В следующий раз мы будем действовать в полном соответствии с правилами, слабо улыбнувшись, сказал один из мужчин. Как только были произнесены эти слова, каждый из мужчин выпустил луч красного света в конструкцию заклинания в отработанной манере.
Затем ярко засветились несколько духовных камней, встроенных в конструкцию. Не имея возможности поблагодарить этих двоих, он внезапно почувствовал, как закружилось небо, и увидел, как окружающий его мир стал нечетким. Затем произошла яркая вспышка света, и Хань Ли прибыл в незнакомый зал. На данный момент он стоял в конструкции заклинания точно так же, как до этого. Итак, это была известная по слухам конструкция транспортировки. Действительно замечательная. Внутренне воскликнул Хань Ли в изумлении. После того, как он почувствовал дискомфорт от угасания конструкции, он бросил свой взгляд на огромный, необычный зал. Глава 154. Старейшина Сюй и хранилище. Зал, в котором стоял Хань Ли, был весьма своеобразным. Огромная комната цилиндрической формы была примерно более 100 метров шириной и от 12 до 16 метров высотой. В зеленые каменные стены были встроены светло-красные кристаллы, а на полу был тонкий слой белого песка. Благодаря этому зал был в чистоте и порядке. Но если кто-то посмотрит вверх, то он будет ошеломлен, увидев белые сталактиты, свисающие с потолка. Это место на самом деле было сталактитовой пещерой и было слегка изменено людьми и приведено в нынешний вид. Зал с равными промежутками окружали 3 тоннеля. 2 из них были помечены символами предметы и таблетки. На последнем тоннеле ничего не было написано, и рядом не было никаких табличек. Так как в зале в данный момент никого не было, Хань Ли осмотрел все помещения, немного колеблясь, пошел в тоннель, на входе которого было написано «таблетки». Тоннель не был длинным. Спустя более 10 шагов и поворот, в конце тоннеля появился большой дом. В доме был длинный стол, а рядом с ним стоял старик с блестящим лицом, который с широкой улыбкой посмотрел на Хань Ли. А позади стола на стене крепились очень старые полки, на них были котельные печи, материалы и другие случайные странные предметы, которых Хань Ли никогда раньше не видел. Старик широко улыбнулся и заговорил, прежде чем Хань Ли смог сказать что-либо. «Молодой друг, ты мне не знаком. Ты здесь в первый раз, верно? Все меньше людей приходит в это чертово место. Такой старик, как я, уже устал от всех этих чопорных старых лиц. Так замечательно увидеть здесь молодое, новое лицо». Старик покачал головой и сказал это приветственным тоном. Хань Ли уже понял, что техника глаза Бога не работает на старике. Он не мог сказать глубину культивации старика, что означало, что старик был еще одним экспертом стадии заложения фундамента. Как Хань Ли смел игнорировать его? Итак, он тут же выразил свое почтение и сказал: «Младший приветствует старшего боевого дядю. Этот боевой племянник впервые здесь, в зале Юэлу. Старший боевой дядя, пожалуйста, укажите мне верное направление». Хань Ли вел себя смиренно перед этим старшим. «Молодой друг, если у тебя есть вопросы, задавай. Моя фамилия Сюй. Зови меня старший дядя Сюй или старейшина Сюй. Не называй меня старшим боевым дядей». Такой старик, как я, не хочет этого слышать. Старейшина тут же поправил обращение к себе. Казалось, он придает этому большое значение. Тогда младший подчинится. Хань Ли колебался и согласился, так как это не было большим делом. Он чувствовал, что этот старик был странным. «Правильно, теперь позволь мне спросить, зачем ты здесь?» Старик Сюй удовлетворенно продолжил. Младший хотел поискать формулы, относящиеся к лекарственным пилюлям, прочитать какие-нибудь книги и найти способы создания пилюль. Хань Ли старался говорить тонко и опосредованно. Он не хотел привлекать внимание людей. Книги о создании пилюль и формулы. Просто иди вверх по лестнице. Хань Ли удивило, что старейшина, казалось, вообще не собирался ничего спрашивать. После того, как он достал черный медальон команд и произнес заклинание, пролет каменной лестницы, ведущий к потолку, протянулся из ниоткуда к пустому пространству рядом с полками. Хань Ли был вне себя от радости. Он тут же поторопился к лестнице, но как только он собирался подняться, этот старейшина Сюй сделал хитрое выражение лица. «Чтение в библиотеке на 2-м этаже будет стоить тебе 1 низкосортный духовный камень за каждые 2 часа. Тебе не разрешается забирать оригиналы из этого места, и если ты захочешь скопировать содержание, ты должен будешь заплатить 10 духовных камней за каждый документ».
Ханьли еще даже не наступил на первую ступеньку лестницы, когда старейшина Сюй, который стоял позади, огласил правила интонацией, которая была ни медленной, ни быстрой. Шаг Ханьли сбился, и он почти выругался. Цена была слишком высокой. Не говоря уже о плате в 10 низкоуровневых духовных камней за копирование, плата в 1 духовный камень за 2 часа чтения остановит много бедных учеников. Ученики низкого уровня могли заработать примерно 20-30 духовных камней в год за их работы. Но после их культивации и ежедневных трат на самом деле могло остаться лишь несколько духовных камней. Следовательно, этот вид оплаты определенно был неэтичным. Впечатление Ханьли об этом старейшине тут же развернулось на 180 градусов. Что за спекулянт, несмотря на то, что лицо Ханьли теперь имело непривычное выражение, он не остановился из-за того, что сказал старейшина. Вместо этого он бросил низкоуровневый духовный камень в руки старейшины, не оборачиваясь, и поспешно отправился на 2-й этаж. Интересно. Я не могу поверить, что такой вид оплаты не испугал его. Похоже, у него есть деньги. Хе-хе. Кажется, я смогу получить некоторое богатство. Увидев, что Ханьли поднимался по лестнице, этот человек, который называл себя старейшина Сюй, не мог не засмеяться, а его глаза напоминали полумесяцы. Он потер духовный камень уголком своей одежды и рассмотрел его, близко придвинув к своим глазам. Он показал свою скупую сторону скряги и стал сильно отличаться от того, каким его встретил Ханьли. Ханьли изо всех сил пытался скрыть, насколько он был расстроен. После того, как он успокоился, он внимательно осмотрелся на 2-м этаже. Комната отличалась от той, что он себе вообразил, широкая, яркая, с бесчисленным количеством книг и бамбуковых листов. Несмотря на то, что комната располагалась на 2-м этаже, она не была маленькой, предметов здесь было так много, что это действительно впечатляло. 2 пыльные книжные полки, грязный стол и сломанный стул, больше в комнате не было мебели. Конечно, здесь было от 20 до 30 старых, пожелтевших книг на книжных полках, несколько потрепанных бамбуковых листов на столе и 2 нефритовых цилиндра, которые утратили свой изначальный цвет. Так убого. Я пришел не в то место. Что это за тайная библиотека главной культивационной секты? Это место выглядит как захудалый кабинет какого-нибудь бедного студента. Ханьли сильно пострадал от того, что он увидел в этой комнате. Если бы он не колебался перед скрытой силой старейшины Сюй, он точно бы бросился вниз, схватил его за воротник и расспросил бы его. Глубоко вдохнув, Ханьли спокойно пошел к книжной полке, случайным образом достав старую книгу и внимательно ее прочитав. 5 ступеней неба и земли соответствуют 5 внутренним органам, место, где уколы от акупунктурных игл могли изменить эссенцию чьей-нибудь жизни. Он прочитал лишь первые строки этой книги и тут же испытал удивление, закрыл книгу и посмотрел на обложку. Секретная техника акупунктуры клана Хуа. 5 слов появились перед глазами Ханьли. Выражение лица Ханьли тут же помрачнело, но не из-за того, что книга была не исключительной. Записи в этой книге описывали редкий метод акупунктуры, который мог даже излечить пациента, который был на пороге смерти, и мог стимулировать потенциал пациента. Но как связана акупунктурная техника с созданием лекарств? А что было еще более странным, так это то, что он читал эту книгу уже бесчисленное множество раз, когда был под руководством доктора Мо. Он даже мог прочитать ее наизусть. Медицинская книга могла быть в светском мире. Но почему она была здесь, ряд вопросов всплыл в голове Ханьли, и из-за этого он в изумлении приподнял брови. Но когда его глаза опустились на оставшиеся книги на полке, у него появилось еще более зловещее чувство. Ханьли в спешке прошелся по оставшимся книгам. После просмотра каждой книги его лицо еще больше помрачнело. И после того, как он просмотрел все книги на другой полке, выражение лица Ханьли стало таким мрачным, как небо перед бурей. Ни одна из 20 книг не была о создании таблеток. Они были либо о методах, использованных для спасения пациентов, или о домашних средствах от странных и сложных заболеваний. Наиболее абсурдным было то, что здесь были даже повествования экспертов по ядам об использовании ядов. Все эти книги использовались в светском мире. 2 часа закончено. Продолжи чтение и тогда заплати добавочную плату. Внезапно старейшина Сюй крикнул снизу. Услышав это, Ханьли потерял дар речи. Эти бесполезные книги стоили духовного камня.
Когда он обернулся и посмотрел на предметы на столе, он был ошарашен, достав еще один духовный камень и бросив его вниз к началу лестницы. «Я получил духовные камни, молодой друг. Продолжай чтение. Старейшина прекращает отвлекать тебя». Усмехнулся старейшина Сюй, говоря снизу. Хань Ли перестал обращать внимание на старейшину, так как он хорошо знал, что старику, который не скрывает своих желаний, абсолютно все равно, был ли он уважительным или нет. Для него важно, что Хань Ли продолжает давать ему духовные камни и позволяет ему получать пользу. Но Хань Ли не планировал отдавать еще один духовный камень, поэтому в этот раз он читал быстрее бамбуковые листы на столе, со скоростью, что была явно выше, чем до этого. Он лишь поверхностно проходился по содержанию, вместо того, чтобы читать предложение за предложением. Под гладким белым светом, исходящим от гигантского лунного камня на крыше, настроение Хань Ли поднималось и падало, пока он читал бамбуковые свитки. После того, как он прочел все бамбуковые свитки, Хань Ли положил их обратно и мягко вздохнул. В этот раз эти бамбуковые листы действительно содержали формулы и записи для нескольких лекарств, но, к сожалению, если судить по ингредиентам, все эти лекарства обладали эффектом, схожим с гранулой желтого дракона и гранулой золотой сущности. Для Хань Ли, чье стиль вечной весны уже было на 11 уровне, они больше не могли воздействовать на него. Таким образом, единственной надеждой Хань Ли были те 2 нефритовых цилиндра, которые были размером с его кулак. Хотелось бы надеяться, что записи в них не заставят его уйти с пустыми руками. Глава 155. Уныние. Хань Ли поднял нефритовый цилиндр и встряхнул его, заставляя его заблестеть своим истинным изумрудно-зеленым светом. Он поднес цилиндр к своему лбу и медленно ввел свое сознание в него. Удивительная формула создания лекарства появилась у него в голове. Неожиданно, это была формула создания гранулы заложения фундамента, которую Хань Ли уже давно желал. Процесс включал в себя несколько шагов, от сбора сырья до конденсации таблетки. Это открытие удивило его. Некоторое время он не отправлялся смотреть другие нефритовые цилиндры. Затем он поспешно пробежался по его содержанию. Тем не менее, когда его дух прочитал слова «для успешного создания нужно использовать врожденный истинный огонь», Хань Ли безучастно смотрел с ощущением большой глупости. Врожденный истинный огонь — это даосский астральный огонь, которым обладали лишь эксперты заложения фундамента. Это была базовая магия, которую мог выполнить лишь тот, кто обладал культивацией заложения фундамента. Его сила может быть усилена при переработке ци, благодаря медитации до такого состояния, после которого человек достигает цзидань. По легенде, истинный огонь может стать огнем самадхи, способным сжечь все под небесами. Тем не менее, как мог Хань Ли, культиватор конденсации ци, извлечь этот врожденный истинный огонь? Только после того, как он войдет в стадию заложения фундамента, он сможет зажечь его. Тем не менее, если гранула заложения фундамента требовала стадии заложения фундамента, и создание ее требовало врожденный истинный огонь заложения фундамента, тогда это становилось нерушимым замкнутым кругом. Это заставило Хань Ли так расстроиться, что он очухался лишь от стука в стену. Найти эксперта стадии заложения фундамента, который поможет ему создать пилюли, было совершенно неприемлемо. Это было эквивалентно раскрытию секрета маленькой бутылочки. Этот помощник, которого он попросит о помощи, вероятнее всего, станет его собственным убийцей. Потерявший рассудок, Хань Ли с тревогой долгое время стоял перед столом, прежде чем вернуть цилиндр на его место. Затем он рассеянно взял другой нефритовый цилиндр и протер его начисто, из-за чего тот излучил огненное сияние. Только в будущем я могу рассмотреть вопрос создания гранулы заложения фундамента. Для начала посмотрим, что внутри этого цилиндра. Может быть, там формула прекрасного лекарства. Хань Ли был смелым и решительным человеком, он тут же отбросил в сторону цилиндр с гранулой заложения фундамента. Затем он проверил красный нефритовый цилиндр, надеясь увидеть приятный сюрприз. Гранула изменения лица. Как только Хань Ли ввел свое сознание в нефритовый цилиндр, эти 3 слова вошли в его голову, тут же заставляя его испытать след разочарования. Тем не менее, Хань Ли за одно мгновение успокоил себя. Хотя это его название, эффект не обязательно будет таким, каким я его себе представил. Может быть, у него есть какой-нибудь странный эффект. Тем не менее, следующие слова полностью разбили его экстравагантные надежды.
Он мог сделать так, чтобы человек всегда выглядел молодым. Описание эффекта пилюли не было полезным для него. Хань Ли стоял безмолвно. Его разум все еще постоянно подавлял хлесткие нити дыма от злого пламени, так как он внутренне ругался без ограничений. Что это за убогая коллекция книг? В ней нет тех рецептов, которые должны быть. Это на самом деле просто отвратительная сборка. Как они могли заманить нас, культиваторов, этими секретными техниками акупунктурного иглоукалывания, этой гранулой изменения лица и прочим? Они даже высокомерно расположили их здесь. Когда Хань Ли понял, что эта уловка была полной тратой, прозвучал отвратительный голос. «Твое время вышло. Если ты хочешь продлить, я спускаюсь». Хань Ли не планировал тратить еще один духовный камень и готовился уйти, забрав с собой нефритовый цилиндр с формулой гранулы заложения фундамента. Тем не менее, как только он пошел по лестнице, он заколебался. Он почувствовал, что хотя гранула изменения лица не была полезна в улучшении магической силы, она все равно могла быть продана другим культиваторам. Наиболее важно, что гранула изменения лица не требовала так называемого врожденного истинного огня. Это было тем, что он мог создать прямо сейчас. С этими мыслями Хань Ли вернулся к столу и взял нефритовый красный цилиндр. Затем он быстро вернулся к лестнице и спустился. «Ну как, молодой друг? Ты что-то получил?» С улыбкой на лице спросил старик, когда увидел Хань Ли. Тем не менее, почему Хань Ли нашел эти слова такими фальшивыми? Старейшина Сюй, верхний этаж — это действительно склад рецептов лекарственных таблеток. Каким образом там оказалось так много ненужного? В этой комнате есть другие коллекции. Хань Ли не собирался насмехаться над стариком, и вместо этого задал вопрос, который долгое время крутился у него на языке. Увидев выражение Хань Ли, он не мог не засмеяться со злобной улыбкой. С тех пор, как этот старик начал следить за этим местом, молодой друг не первый, кто задает этот вопрос. Почти каждый ученик, который впервые прибывает в зал Юэлу и смотрит наверху, задает этому старику этот же вопрос. Тем не менее, если ты хочешь знать всю суть этого вопроса, старейшина Сюй намеренно прервал свою речь, но значение его слов не могло быть еще более очевидным. У него было непреклонное выражение лица, которое требовало оплаты, заставившее Хань Ли потерять дар речи. Этот человек перед ним, эксперт стадии заложения фундамента, явно был спекулянтом из светского мира с проявлениями скупого скряги. Теперь Хань Ли понял, почему он не хотел, чтобы его называли «боевой старший», и вместо этого обращались к нему «старейшина». И если бы он действовал так от лица боевого старшего секты, тогда он не смог бы нагло наживаться на этих маленьких уловках с его старшими, делая вид, что он ничего не замечает. Хань Ли на секунду поднял брови. Ничего больше не говоря, он поместил перед стариком на стол 2 цилиндра. Этот младший изначально намеревался скопировать эти нефритовые цилиндры. Тем не менее, кажется, у меня сейчас недостаточно духовных камней. Раз такое дело, этот младший скопирует лишь 1. А что касается другого, этот младший оставит его до следующего раза. Хань Ли долго прожил в светском мире, поэтому он отступил, чтобы не увеличить его аппетит еще больше. Молодой друг хочет скопировать 2 цилиндра, старейшина Сюй улыбнулся и широко распахнул глаза. Изначально, да. Тем не менее, этот младший хочет узнать ответ на предыдущий вопрос, и у них нет достаточно денег. Хе-хе, так как младший брат такой откровенный и прямой, я, естественно, бесплатно отвечу на предыдущий вопрос. Давай этот старик сделает тебе копии. Старик поспешно схватил 2 нефритовых цилиндра и взял с полки 2 белых нефритовых цилиндра. Он поспешно продублировал их, опасаясь, что Хань Ли передумает. Копирование завершено, будь с ними внимательнее. Движения старика были несравнимо быстрыми, что удивило Хань Ли, когда он получил 2 белых нефритовых цилиндра. После того, как Хань Ли получил копии, старик посмотрел на него взглядом, который говорил: «Почему ты еще не достал духовные камни?» Уголки рта Хань Ли дернулись, он открыл свой рот, чтобы сказать что-то. Тем не менее, он ничего не сказал. После некоторого времени тишины, он аккуратно достал 20 низкоуровневых духовных камней из своего мешочка и безмолвно передал их старику. Старик взял предложенные духовные камни и счастливо усмехнулся, и спустя короткий промежуток времени он не мог скрыть свою радость. Только после того, как он сосчитал духовные камни 3 или 4 раза, он заметил, что Хань Ли ждет ответа.
В этот момент старейшина Сюй был совершенно доволен духовными камнями, которые он получил, и смерил Хань Ли таким взглядом, будто Хань Ли был богачом. Действительно нельзя судить людей по их внешности. Происхождение молодого друга неожиданно так основательно и действительно было сюрпризом для этого старика. Хотя этот старик жаден, он человек, который держит свои обещания. Сегодня, если у молодого друга есть вопросы, не стесняйся, спрашивай. Этот старик определенно удовлетворит и ответит молодому другу. После того, как старик повернул свой взгляд на него, он торжественно сказал это с неожиданно серьезным и правильным видом. Хань Ли был слегка удивлен, но без следа вежливости он попросил ответа на предыдущий вопрос. Ответ прост. Большинство рецептов к лекарствам было давно утеряно. Не только для нашей секты Долины Желтого Клена, но и для других сект, даже во всем культивационном мире такая ситуация. Неторопливо ответил старик. Когда Хань Ли услышал это, он был поражен и смотрел на старика с озадаченным видом. «Молодой друг, успокойся. Все будет понятно, когда ты подумаешь над этим. Почему рецепты так ценны? Естественно, из-за того, что они способны использовать небесные материалы и земные сокровища, чтобы создать лекарства для нас, культиваторов. Тем не менее, молодой друг не думал об этом раньше. В этом мире небесные материалы и земные сокровища очень ограничены. Вдобавок, каждое растение требует сотни, если не тысячи лет, чтобы созреть, чтобы их можно было использовать. За это время количество культиваторов не уменьшилось, а наоборот увеличивалось каждый год. В результате материалы, используемые в рецептах лекарств, становятся все реже, в конце концов полностью исчезая. К тому времени, когда люди из мира культивации обратили внимание на эту проблему, небесные материалы и земные сокровища этой земли давно исчезли. Лишь несколько определенных регионов все еще обладают оставшимися ингредиентами. Эти регионы несравнимо опасны даже для нас, культиваторов. Таким образом, мы отделены от источника сырья, и формулы лекарств стали бесполезны. Кто будет ценить их? После чрезвычайно долгого периода и нескольких бедствий в мире культивации, эти рецепты лекарств исчезли из истории. Несколько оставшихся можно посчитать на пальцах, и гранула заложения фундамента всего лишь одна из тех, что остались.